В этом выпуске мы посетим немецкое посольство в Никарагуа, насладимся кофе в Гондурасе, проведем ночь у вулкана в Сальвадоре, окажемся в больнице в Гватемале и доедем до колониального города Антигуа, а также отметим день рождения. Мы опять приехали на наше любимое место в Никарагуа. Останемся здесь на несколько дней и двинем дальше, в Гондурас. Оля занимается и делает видео для вас вот с таким рабочим видом. Главная цель нашего пребывания в Никарагуа заключается в получении нового паспорта. Хотя мой текущий паспорт еще действительно в течение 3 лет, в нем совсем не осталось места для штампов. Поэтому мы посетили посольство, чтобы решить 2 вопроса: оформление шенгенской визы для Оли на более длительный срок и замену моего паспорта. Ну что, ребят, мы сходили в посольство, получили визу Оли на полгода. Теперь можем ехать в Мексику. Вперед! Но сначала Гондурас и Эль-Сальвадор, а также Гватемала. Вперед! Перед отъездом из Никарагуа мы решили взять немножко продуктов, кокосики и двинемся на границу с Гондурасом. Все у нас все хорошо. Это большой базар в центре Манагуа. Здесь очень дешевые овощи и фрукты. Мы закупаемся на долгое время. Неизвестно, где в следующем месте мы будем посещать такой рынок. Привет. Перед выездом из Манагуа мы решили перекусить суши. Результат превзошел все ожидания. Эта порция оказалась как для 5. Заехали снова на мойку. Заправляемся водой. А еще здесь магазинчик. Я купил там присадку к дизелю. Вот. Сложно где здесь найти такие присадки. Но вот здесь я нашел вот эту красненькую. Как раз для дизеля. Классно. Мы успешно завершили все дела и направились к границе с Гондурасом. Для белорусов виза в эту страну не требуется. Мой паспорт будет готов через 4 недели, и я договорился с посольством, чтобы они отправили его в ту страну, где я буду находиться в этот момент. Переночевали сегодня вот с таким вот прекрасным видом на действующий вулкан и на озеро. И сегодня поедем дальше. Вот такой завтрак Оля сварганила. И вот с таким вот видом на вулкан. Немного о дорогах. В Никарагуа в целом приемлемое дорожное покрытие, однако есть нюанс. Мы нигде не сталкивались с таким количеством гужевых повозок, особенно ночью. Едешь так себе со скоростью 90-100, и внезапно из темноты появляется лошадиный хвост с водителем в повозке. Но, слава богу, все обходилось. Кроме того, культура вождения в Никарагуа довольно агрессивная, и приходилось утверждаться, меряясь размерами транспортных средств. Что касается Коста-Рики, то дороги там в значительно худшем состоянии, даже основные трассы не всегда удовлетворительны. А есть участки с ужасным покрытием или вовсе без него, ухабистые и очень пыльные. Итак, друзья, мы покидаем Никарагуа. Уже поставили все печати в паспорт. Нам дали бумажку на выезд для машины. Приходили 2 человек, посмотрели внутри. Ну, в принципе, ничего особенного. И сейчас мы поедем уже на границу с Гондураса. И посмотрим, как быстро там. Здесь было очень быстро, народу никого, мы минут за 20 все прошли. Вот. Вперед нас сейчас ждут новые приключения. Наконец-то мы пытаемся вырваться из этого адского круга, в котором пребывали больше 4 месяцев. Между Панамой и Никарагуа, туда-сюда. Но теперь наша дорога расчищена, и мы двинемся вперед. К новым приключениям, к новым берегам. Вперед! Таможня Никарагуа. Мы заехали на
бордюр и объезжаем всех вот этих грузовиков. Фуры. Вопрос, как мы съедем потом. Ну, я так почитал, что все так объезжают. Вот на встречу Как едет развитие колесница, теперь. да я с ней не съеду никак. Очень высоко. Я не съеду. Ничего. Красиво. Вот они сошли. Нас пропускают. Вон нам машут. Сейчас поедем. Мы объехали. Всё. Добро пожаловать в Гондурас, ребята. Границу мы прошли довольно быстро. Не было вообще ни одного человека. Минут за 40. Проблема, сложность только в том, что долго заполняются документы на машину. Потом ее осматривают. Но в Гондурасе даже не осматривали, только посмотрели, сравнили номер шасси. И все, и мы проехали. Поставили нам печати на въезд в Гондурас. И теперь мы в новой стране для Оли. Да, Оленька, новая страна. Смотри, сколько мусора. Вау. Едем, короче, до магазина полчаса. Там мы стоим, ознакомляемся с местными продуктами в магазине, с ценами, готовим пищу и едем дальше в сторону Сальвадора. Здесь небольшая такая перемычка, 150 километров через Гондурас до Эль-Сальвадора. Поэтому в Гондурасе мы остановимся чуть позже, потом когда-нибудь. В принципе, Гондурас не такой уж интересен, но тем не менее через него мы тоже проедем чуть-чуть. Цены в магазинах оказались ниже, чем в Никарагуа, поэтому мы с удовольствием закупились, пообедали и даже не успев выпить кофе, умудрились пролететь Гондурас на автодоме за полдня. К вечеру мы прибыли к границе с Сальвадором, где заплатили $12 за Олю, так как она въезжала по шенгенской визе. Мы оформили документы для автодома и уже затемно доехали до выбранного места для ночевки. Доброе утро, друзья! Мы вчера вечером заехали в Эль-Сальвадор и сразу же попали в какую-то веселую деревушку. Она была вся украшенная, нарядная, много гуляющих людей, еда и все такое. Остановились там переночевать и на утро обнаружили, что находимся недалеко от места, которое нам посоветовал немец, путешествующий на буханке, которых мы встретили еще в Никарагуа. Он посоветовал нам один viewpoint на горе, на которую не смогли заехать, но это очень сложно, и нам это не удастся туда попасть с нашим автобусом. Ну и не хотим, потому что я почитал отзывы, там двое поднимались, и у обоих случились проблемы с моторами, перегрелись, сцепление сломалось, все такое. Поэтому мы подъехали, скажем так, не на возможную высоту, и попробую сейчас запустить дрон. Оля готовит завтрак, заодно позавтракаем и поедем дальше. Тут небольшой городок есть, он находится на берегу, и там можно будет кое-что еще посмотреть, возможно. Вот такое у нас утро в Эль-Сальвадоре. Вот я уже приготовил дрон для полета. Прекрасный солнечный день, спали замечательно, было не жарко. Вот там наверху находится гора, попробуем туда слетать сейчас. That somebody tells a lie, disrespecting my boundaries, acting like they don't care about me. Yeah. Call it out really early, let them know that they just can't hurt me, and pretend like it just didn't happen. Know that if I catch you lacking, keep it moving. I'm not gonna be somebody's backup plan, telling you not asking, don't do that again. Go ahead and leave, but don't come back from it. В
Всего 5 лет назад эта маленькая страна, по данным ООН, занимала первое место по уровню убийств. Тогда все туристы старались объезжать Сальвадор через территорию Гондураса, которая казалась немного безопаснее. Однако сейчас ситуация изменилась. На нашем пути мы не ощутили никакой враждебности, а люди, которых встречали, были приветливыми и доброжелательными. Тем не менее, чем ближе мы подъезжали к столице, тем больше полицейских и военных мы замечали вдоль дороги, даже больше, чем в Венесуэле во время выборов, хотя нас никто не останавливал. Пол-6 утра. Вот такой вид с нашего автобуса. Сегодня остановились в таком вот месте. Это ресторан на берегу океана. Предоставил нам свой паркинг. Подключили электричество, воду. И остались за $10 у него под присмотром. Вчера еще были в других местах. Цены на кемпинге в Сальвадоре держатся примерно по $5 за человека, плюс электричество берут, ну, короче, так себе, от 15 до $20. Вот, здесь было за 10. В принципе, Сальвадор, конечно, такой весь пляжный тоже, но не такой прекрасный, как Коста-Рика. Да и с чистотой здесь тоже проблемы. Все в бутылках, пластике, некрасиво. Народ сам за этим не следит, выбрасывает все, поэтому вот такая ситуация. А так мы сегодня поедем, наверное, в столицу. Хочу заехать на Мерседес, посмотреть тяги. Они у меня что-то болтаться начали, надо заменить. Вот. Все, в принципе, хорошо. Такая вот погода сегодня прекрасная. Уже позавтракали и двигаемся вперед. Сейчас я вам покажу, где мы ночевали. Здесь вот такой ресторанчик с бассейном. Души есть, туалеты, удобства, все. Вон там мы стоим. Автобусик наш во дворе. Припарковались, было тихо, спокойно ночью, без каких-то эксцессов. Здесь у них кафешка. Вот так мы стояли тут на паркинге. Ну, в принципе, нормально было. Хорошо отночевали, поедем сегодня дальше. Такие здесь высокие пальмы с кокосами. Ну что, полетим? Заехали в мастерскую, поменяем две шины задние, то есть передние перекинем назад и поставим наперед две новые. Вот привезли, вот такие поставлю. Они, в принципе, здесь стоят не так дорого, как у нас, по 170 евро за штуку. Можно было поставить, конечно, как мне советовали, от Гудрих. Они стоят по 200, но их надо было менять бы все сразу 4. А мне хочется
Хочется немножко сэкономить. И передние я оставлю. Вот. А в следующий раз, может, поменяю на 4 таких. Они, конечно, чуть-чуть повыше, чем мои. И чуть-чуть поуже. И стоит по 200 баксов. В Сальвадоре много вулканов, и более 20 из них активные. Это замечательно, потому что можно укрыться от жары и переночевать на высоте с комфортной температурой. Одним из таких мест стал вулкан Санта-Анна, куда мы отправились. Поднявшись на высоту чуть выше 1500 метров, мы ощутили, как температура снизилась до 24 градусов, а ночью до плюс 15, что было для нас максимально комфортно. У нас на обзоре новый фрукт. Распаковка. Вот такой он странный, твердый, да? Ну, Как это? так он внешне очень, как кокос. Как кокосовый. Ну, посмотрим. Жестко. Я даже не знаю, Да, съедобный ли? Может, это не фрукт, а Нет, овощ. спелый, не спелый. Нам что-то сказали, что он Должен сладкий, да? Дульса, да. Да, что-то нам сказали, что дульси. Не знаю. Нож сломаешь. А пока у нас вот такой вид на вулкан. Вот он Знаешь, за деревьями. он не спелый. Мне кажется, это тот, который должен быть ярко-оранжевый внутри. Он, наверное, Ну, попробуй не на спелый вкус. еще. Жалко. Придется покупать еще. Ой, как вкусно пахнет. Да? Он пахнет марципаном. Марципан? Марципаном Ничего пахнет себе. вообще. Ух, ничего себе, так сильно. Сильно. Как будто эссенция марципановая. Прямо эссенция марципана. Ничего себе. Да. О, не ест вообще. Ой, Ничего. вяжет. У меня все, я Всё. такой суперклеем. Ну, запах просто потрясающий. Запах вообще, может, Вау. может его натирать Офигеть. нужно? Давай, вот Специю использовать. точно сделаем наш кекс. Переночевав у подножия вулкана, мы продолжили путь к границе с Гватемалой, проехав мимо кратера потухшего вулкана, в котором образовалось озеро Коатепеке. Перед выездом из Сальвадора мы заглянули в местный Walmart, чтобы ознакомиться с ассортиментом и сравнить цены. Зря закупались в Никарагуа. Нам сейчас только вода нужна, а так цены, конечно, здесь намного дешевле. Купили фрукт, который пробовали, он оказался не спелый, будем пробовать спелый. Наша вторая попытка съесть этот фрукт, понять, в чем его прелесть. Вот, сегодня он По-моему, он другого уже цвета. переспевший. Проведя 6 дней в этой небольшой стране, мы добрались к границе с Гватемалой. Выезд из Сальвадора занял минут 20, а вот въезд затянулся по непонятным причинам. Миграционные штампы нам поставили быстро, но оформление машины длилось около 2 часов. При этом на границе было всего лишь 2 автодома – наша машина и автодом французской семьи с детьми. Ну что, друзья, репортаж из больнички из местной. Мы находимся где? В Гваделупе. Гватемале. В Гватемале. Вот, сейчас мне будут делать разные процедуры. Приятные и не очень. Посмотрим. Посмотрим, во сколько нам это выйдет. С нас уже стянули 700 евро. Вот, будем тестировать местную медицину.
Из-за обострения гастрита пришлось обратиться за медицинской помощью. Обычно оплата услуг здесь происходит по схеме: сначала платишь сам, потом страховая возмещает по чекам. Но в этот раз возник нюанс. Перед началом лечения с нас запросили депозит в размере $1300. После переговоров сумму сократили вдвое. Провели необходимые процедуры, взяли анализ крови, сделали УЗИ, поставили капельницу. По итогу выставили счет на $450. Но возникла проблема с возвратом неизрасходованной суммы. Деньги до сих пор не могут зачислить обратно на карту. Так мы на собственном опыте протестировали особенности местной медицины. Чтобы восстановить силы, мы выбрали самый необычный кемпинг Гватемалы в колониальном Антигуа, застывшем в объятиях исполинских вулканов. Это место поразило нас креативом. Вместо палаток тут предлагают переночевать в легендарном Volkswagen Жук, А утренний кофе вы можете варить прямо на капоте. устроиться в одном из 3 школьных автобусов. Спишь, будто на задней парте, и тайно надеешься, что звонок на урок так и не прозвенит. Или поселиться в грузовике-великане. Его салон напоминает бабушкин плюшевый диван, пропитанный ароматом лаванды и детства. Сейчас попробуем зайти в один, посмотреть, что там внутри. Большой крат. Такого мы еще не видели. Посмотрим, что там. Ой, что это? Вот здесь такая кроватка. Даже двухъярусная. 2 кровати, большая и маленькая. И столик. Все очень просто. И Шкафчик. очень душно. Да, здесь очень жарко. Ну, розетка есть, все. С этой стороны столик. Так они придумали. Номера сдают. Все, зайдем еще в автобус. О, здесь побольше. Нормальный номер. Ага. Ничего себе. Кровать, столик. Все видно. Ой, как интересно. И вот так здесь тоже свой душ, туалет. А еще туалет у них, кажется. Да, да, у каждого свой. Пойдем посмотрим вертолет. Самый интересный кемпинг, да, в котором мы были. Здесь можно останавливаться в палатке. Вот в этом катере, я не знаю, тоже номер или это просто место для отдыха. Но главный козырь – ночевка в вертолете. Кажется, стоит дернуть рычаг, и он умчится к дымящим вулканам, оставив внизу кружево облаков. У нас стоят американцы, немцы, голландцы, швейцарцы и канадцы. Там стоим мы. Посмотрите, как красиво. Сегодня облако накрыло вулкан. Друзья, мы наконец-то добрались до самого туристического города Центральной Америки. Он находится в Гватемале и называется город Антигуа. Вот, мы сейчас погуляем немножко по нему, расскажем, что мы увидим. И зайдем, конечно же, попробуем местный кофе. Вперед! Антигуа – это бывшая столица Гватемалы, которую окружают 3 огромных вулкана – Агуа, Фуэго и Акатенанго. Город похож на музей под открытым небом, мощеные улочки, яркие дома в колониальном стиле и кучу разрушенных церквей. Почему разрушенных? Потому что в XVIII веке здесь было мощное землетрясение, и столицу перенесли, но Антигуа восстановили, оставив руины как напоминание. Желтая арка Санта-Каталина – визитная карточка города. Местные говорят, если пройти под ней, не задев тень вулкана Агуа, загаданное желание сбудется. Рынок Нимпун – калейдоскоп красок и запахов. Нас окружили корзины с овощами, фруктами, цветами, пестрыми тканями и черными кукурузными тетами, лепешками, которые майя пекли еще со времен Киригуа. Тут же продают шоколад по-антигушски, густой с перцем чили и кардамоном. «Пейте медленно», – посоветовала продавщица, чтобы услышать, как какао-бобы пели под дождем. Советы от тех, кто гулял. Заглядывайте во дворы.
За неприметными дверями там часто прячутся кафешки с гамаками, садиками и фонтанами. В одном из колониальных домиков без вывесок и рекламы спрятался Макдональдс. Как вам такое патио? Фастфуд с фонтаном и видом на вулкан. Это удивительное сочетание старинной атмосферы и привычного меню. Улицы Антигуа специально сделали неровными, чтобы испанские всадники не скакали слишком быстро. Сейчас это проблема для туристов в шлепанцах, легко споткнуться. В святую неделю Семана Санта улицы покрывают коврами из цветов и опилок, потом их просто сметают как временное искусство. В кафе вам могут налить антискуку – местный фруктовый ликер в тыквенной бутылке. Говорят, после 2 глотков даже вулканы кажутся дружелюбными. Фуэго – здесь единственный активный вулкан. Он периодически пыхтит пеплом, но местные уже привыкли. Если хотите экстрима, можно подняться на Акатенанго, но это трекинг на 2 дня. С вершины видно, как Фуэго извергается. Зрелище не для слабонервных. Антигуа – место, где история, природа и легенды майя смешались в коктейль. Тут можно фоткать вулканы за чашкой кофе, спотыкаться об брусчатку XVIII века и понять, почему гватемальцы такие спокойные. Когда над тобой нависает огнедышащая гора, мелочи перестают волновать. А если услышите глухой гул, это не землетрясение. Скорее всего, просто Фуэго решил напомнить о себе. Купили новые фрукты. Вот такой вот непонятный. Мы его сейчас разрежем. Красные бананы. Вот этот фрукт, который мы пробовали, мы увидели, что в разрезе он должен быть ярко-оранжевый. И мы 2 попытки были неудачные. Вот кокос доедаем. Сейчас разрежем. Распаковка. Сначала вот такой разрезаем, пробуем. Режь, как ты говорила. Это вот, яблоко какое-то, да. Он звездочка. такой красивый, звезда. Внутри сейчас попробуем, что за вкус. Ну давай, все на воле. Пробуем. Очень вкусно. Не Что знаю. напоминает? Ничего такое не напоминает, но приятный вкус. Сейчас посмотрим, этот спелый нам попался или нет. Вижу, что уже спелый будет. Вот он такой, должен быть оранжевый. Это который марципановый? Который первый был недозрелым марципаном, пах. Ну что, тот был спелый, да? Нет, этот тоже спелый. Тот какой-то был даже переспелый, наверное. Но вкус одинаковый, как у того коричневого, ну, да. Нормально. Банан. Красный Пробуем банан. красный банан. Я не ела таких. Это, наверное, для жарить. Несъедобный. Че, вкусный, что ли? Ну-ка, дайте-ка мне. Очень ароматным. Ну, это как я люблю, недоспелые. Тебе, наверное, не понравится. Нет, очень даже доспелый. Да, но он очень вкусный. Вот это классное. Бери, пробуй. Так. Андрей сказал, что сиреневый фрукт похож ему на виноград. Немножко. Немного. Друзья, сегодня у нас великий праздник. У Оленьки день рождения, юбилей, 25 лет стукнуло девочке. Пожелаем ей всего самого доброго, светлого, чтобы она такая же красивая была, счастливая. И вот приготовили завтрак с клубникой, конфетами, даже плод какао тут у нас есть. На вечер у нас немножко вкусненького. Вот, так что вперед, хороший день, приятного день рождения, ура! Итак, сегодня у нас распаковка в день рождения. Будем резать вот этот плод. А плод у нас какао. Какао-плод. Твердый. А тут нет, ты его только край разрезай, а потом надламывай. Не надо. Вот, так. Вот такие вот семечки. Это Кстати, оболочка должна быть вкусная. Ничем не пахнет. А эти семечки надо высушить, поджарить и сделать шоколад. Сладко-кисленько. Ну да.
По виду Вкусно. конфеты напоминают. Да-да, они такие приятные. Ну, вперед. Мы пришли отметить Олина день рождения в ресторанчик местной кухни. Здесь будет подаваться мясо. Мясной ресторан. Вот, заказали, ждем. Оля, будь счастлива, золотце. За твое здоровье, за твою счастливую, беззаботную жизнь. Люблю тебя. Да, такие закуски, тако с сыром. Вот, принесли покушать. Ага. Ну, вот такое мясо, короче. Будем пробовать. Загадывай желание. Да. Ух. Загадали. Ну что, друзья, мы уезжаем из этого чудесного кемпинга, где мы пробыли 6 дней. За моей спиной находится 2 вулкана, которые за это время так и не проявили никакой активности. Поэтому уезжаем отсюда, не увидев никаких вулканических извержений. Едем мы в сторону Тбилиси, вдоль границы с Гондурасом. В Гондурас мы решили не заезжать, потому что, в принципе, там ничего интересного. Там есть одно место раскопки майя цивилизации, но я там был, не скажу, что из-за этого стоит пересекать лишний раз границу. Вот. А едем мы, значит, в сторону Тбилиси, и в том конце Гватемалы находится еще один, вот там большой город уже майя, Тикаль, и там мы задержимся дня на 2, а то и на 3. Там есть что посмотреть, и мы будем вам все рассказывать, потому что сейчас уже начнутся сплошные города майи. Это очень интересно, увлекательно, поэтому будем держать вас в курсе. Оля сидит за работой, готовит вам новый выпуск. Да? Вот эти 2 вулкана, которые так и не проснулись за наше время. Обычно они немножко дымят, но нам не повезло, было тихо. С этой стороны еще один огромный вулкан. Он тоже спокоен, спит. Кемпинг готовится к Дню Валентина. Украшения уже установлены. Приехали новые кемперы, кто-то уехал. Жизнь кипит. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не стесняйтесь делать донаты. Ваша поддержка очень важна для нашей работы. Con el calor de tus manos, con el sabor de tu boca, suelto y me entrego a tus brazos. Siempre he deseado amar